Если вы хотите вырастить нарцисса, вам нужно сделать вот эти вот 6 вещей. Люди с нарциссизмом не рождаются. Нарциссизм — это следствие определенных переживаний в детстве, это способ адаптации к взаимодействию с родителями, ну или другими важными фигурами. И сегодня я расскажу о 6 вещах, с помощью которых родители могут неосознанно формировать нарциссизм у своего ребенка. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, я давно работаю в теме психологии отношений. И сегодня мы говорим с вами о том, каким образом родители могут исподволь неосознанно формировать нарциссизм у своего ребенка. Если вам эта тема интересна, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, и мы с вами начинаем. Первый шаг на пути к формированию нарциссизма — это любовь за какие-то достижения. Принес 5, молодец. Принес 4, мог бы и лучше. Объятие только за какую-то победу. Если какое-то поражение, то игнор. У ребенка формируется убеждение, что я есть, меня любят, я существую, меня принимают только когда я лучший. Быть обычным — это недостаточно. Быть худшим в какой-то ситуации — это просто неприемлемо, потому что тогда меня отвергают. Во взрослой жизни это проявляется как зависимость от восхищения, какого-то признания. То есть мне важно быть замеченным другими людьми. Второй шаг на пути к нарциссизму — это обесценивание чувств. Это такие фразы типа как «не ной», «не плачь», там, «не распускай сопли». Особенно мальчикам это часто говорят у нас в обществе, что нечего, там мальчики не плачут, мальчики не жалуются. В результате, когда, скажем, девочке плохо, она приходит, плачет, ее успокаивают. Когда мальчику плохо, он приходит, начинает плакать, ему говорят, там, типа, успокойся, иди там, дай сдачу, или иди там, реши этот вопрос. Почему нарциссизм чаще замечается у мужчин в том числе? Это формирует отсутствие контакта с собственной уязвимостью, стыд за слабость. Вообще, если я чувствую себя слабым и хочу это как-то эмоционально отреагировать, такой ребенок не находит отклика у родителей. Соответственно, во взрослом возрасте у такого человека есть проблемы с эмпатией, потому что, собственно, вот этот вот чувственный канал связи, коммуникации, он в детстве с этим как-то не заладилось. Не получалось с родителями говорить на эмоциональном языке, поэтому важно как-то договариваться, возможно, манипулировать, не знаю, как-то конфронтировать, но уж точно не полагаться на эмоции. Третий шаг формирования нарциссизма у ребенка — это нужно его постоянно сравнивать с другими детьми. Лешенька лучше учится, чем ты, Машенька лучше уборку делает и так далее. Ребенок начинает привыкать сравнивать себя с другими детьми, что у них есть что-то лучшее, и старается как бы вот подтягивать себя. То есть он старается быть лучше, чем он есть. Он сам по себе недостаточно хорош, и таким образом формируется вот этот нарциссический перфекционизм. С другой стороны, у ребенка формируется зависть, как такая вот центральная черта личности и как способ выстраивания вообще взаимоотношений. Взрослый нарцисс, как правило, любые взаимоотношения рассматривает как такую очень примитивную конкуренцию, где либо я лучше, либо ты лучше. Если нарцисс понимает, что другой человек лучше, значит он скатывается в свою эту нарциссическую ничтожность. Если он понимает, что я лучше, чем другой человек, то у него вот это вот ощущение грандиозности возникает. Четвертый шаг, как вырастить нарцисса: ребенок должен стать продолжением родителей. Это могут быть фразы типа «я всегда хотела стать врачом, не стала, потому что ты родился, я вот на тебя очень много там времени потратила, а вот ты врачом станешь». Или, например, «ты не должен быть позором семьи, не позорь семью». Ребенок с детства слышит такие послания, когда он понимает, что на нем лежит груз выполнения амбиций своих родителей. У ребенка формируется такое ложное, грандиозное «я», и при этом ребенок не слышит себя, свое «я» не формируется. С детства, например, вся семья твердит, что наш Петечка станет, скажем, врачом, или наш Петечка станет каким-нибудь, например, там, доцентом, как дедушка был. Вот я не смог, я не смогла, а ребенок мой станет, как мой отец, вот, доцентом. Или там, скажем, Машенька станет танцовщицей балета, или моделью, или еще чего-то там. Таким образом формируется нарциссическая травма. Ребенку не позволено исследовать себя, понимать, кто он есть, чувствовать себя. И у него есть четкое какое-то место социальное, которое ему предписано, которое ему следует занять в будущем. Он должен ему соответствовать, он должен себя подогнать под вот эти вот какие-то фантазии и желания своих родителей. Пятый шаг, как сформировать нарциссизм у ребенка, это должно быть вот этот вот сменяющийся холод и восхищение. То есть ребенок сегодня пришел, у него 3, с ним не разговаривают, он как будто бы вот наказывается этим молчанием. Завтра он получил 5, все, им все восхищаются, дают ему ковришки. Вот он получает вот это короткое, но высокоинтенсивное тепло. Ребенок привыкает к эмоциональным качелям. Ребенок привыкает к тому, что тепло он получает в короткий такой период, но очень высокоинтенсивное. И потом таким же образом он выстраивает отношения. То есть когда люди находятся в отношениях с человеком с нарциссическими чертами, то часто они замечают, что вот в этих отношениях постоянные эмоциональные качели. То он угрюмый, то он радостный. Потому что он ведет себя так, как вели с ним в детстве родители. Шестой шаг, как формируется нарциссизм, это когда родитель всегда прав.
никогда не извиняется, вся ответственность переносится на ребенка. Например, там ребенка как-то неправильно одели, вышли на улицу, он замерз, вот ты виноват, что ты замерз, ты что, не можешь потерпеть, что ли, то есть ты виноват. Таким образом, ребенок, во-первых, не видит примера того, чтобы взрослые люди как-то признавали свою ответственность за ошибки и извинялись, и он видит мир, который устроен таким образом. Кто выше, тот всегда и прав, кто ниже, тот всегда виноват. Мы помним, что нарцисс выстраивает любые отношения так, что вот либо он сверху, либо другой человек сверху. Паритетные отношения, где есть горизонтальный контакт, он не выстраивает. Соответственно, когда нарцисс приходит в отношения, там, где он, конечно же, первая скрипка, то виноват всегда другой человек. Настало мое время. Раньше я всегда был виноват у своих родителей, а в этих отношениях виновата будешь всегда ты, потому что я вот теперь уже взрослый. Большинство нарциссов это когда-то раненые дети. Это, конечно, не оправдывает вот это разрушительное поведение, но оно объясняет механизм такого поведения. Потому что часто, когда человек находится рядом с нарциссом, он старается как-то его переубедить, на него как-то воздействовать. А здесь надо понимать, что если у человека есть нарциссические черты, которые приводят к построению разрушительных отношений, то ему нужно с этим работать. Есть люди, у которых нет критики, то есть человек нарцисс, и ему сколько ни говоря об этом, он это не принимает, его психологические защиты не позволяют ему признать вообще и принять тот факт, что у него есть проблема. Таким людям, конечно, очень сложно помочь. Есть люди, которые осознают, что у них есть нарциссические черты, они обращаются за помощью в психотерапию, ну и там, возможно, уже какая-то работа для того, чтобы человек замечал то, что с ним происходит, чтобы он смог вот эти свои детские раны, что ли, залечить. Если вы понимаете, что у вас или у кого-то из ваших близких есть какие-то такие проблемы, хотите в этом разобраться, можете записаться ко мне на консультацию. Под каждым видео у меня на канале есть ссылки на соцсети, пишите мне там личное сообщение, мы с вами договариваемся и работаем. Также напишите, пожалуйста, в комментариях, сталкивались ли вы с подобным поведением, которое я описывал в этом видео, в своем детстве, либо, возможно, у кого-то из ваших знакомых. Видели ли вы воочию, как вот такое поведение формирует нарциссические черты, возможно, у каких-то близких вам людей. Я вам буду благодарен, если вы поделитесь собственным опытом. Если это видео было вам интересно, ставьте лайк, я буду вам благодарен. Также подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.